Весной 2014 года в высокогорных джунглях Панамы на границе провинции Чирики и автономной индейской резервации Нгобеле-Бугле бесследно исчезли две туристки из Нидерландов. Спустя месяцы масштабных поисков, к которым были привлечены вертолеты, кинологические расчеты и международные исследователи, в русле бурной горной реки Кулебра были обнаружены их вещи и разрозненные фрагменты костей. Состояние этих останков и беспрецедентные цифровые следы, оставленные на смартфонах и цифровой камере, поставили перед криминалистами больше вопросов, чем дало ответов официальное расследование. Дело об исчезновении Крис Кремерс и Лисан Фрон стало одним из самых обсуждаемых и противоречивых расследований десятилетия. Официальные власти Панамы поспешили квалифицировать произошедшее как трагический несчастный случай, заявив, что туристки заблудились, сорвались с высоты и погибли от истощения и травм. Однако детальный анализ судебно-медицинских отчетов, независимая техническая экспертиза цифровых устройств, а также череда загадочных смертей ключевых свидетелей формируют принципиально иную картину. Две молодые женщины долго готовились к поездке, которая должна была стать для них наградой за окончание учебы и символическим переходом во взрослую жизнь. Крис Кремерс родилась 9 августа 1992 года. Выросла в Амерсфорте. Она была студенткой Утрехтского университета, где изучала культурно-социальное образование с акцентом на искусство. Друзья и семья описывали ее как открытую, творческую и ответственную личность. Лисан Фрон родилась 24 сентября 1991 года. Также уроженка Амерсфорта, отличалась высоким ростом и спортивным телосложением, будучи активной волейболисткой. Незадолго до путешествия она успешно защитила диплом по прикладной психологии в Девентере. Девушки сблизились во время совместной работы официантками в кафе в Амерсфорте, где они на протяжении 6 месяцев откладывали деньги на 16-недельную поездку в Латинскую Америку. За несколько недель до отлета Лисан переехала в комнату Крис в студенческом общежитии. Их планы были амбициозны. Они намеревались погрузиться в культуру, выучить испанский язык и заняться волонтерской деятельностью с местными детьми. Они прибыли в Панаму 15 марта 2014 года. Первые 2 недели путешествия прошли без происшествий. Подруги посещали популярные туристические локации страны, наслаждаясь Карибским побережьем. 29 марта 2014 года Крис и Лисан прибыли в Бакете, живописный горный городок в провинции Чирики, расположенный на высоте 1200 метров над уровнем моря, всего в 60 километрах от границы с Коста-Рикой. Этот регион, известный своими кофейными плантациями, прохладным климатом и густыми облачными лесами на склонах вулкана Бару, пользуется огромной популярностью у экспатов и туристов. По прибытии в Бакете девушки остановились у местной принимающей семьи, хозяйку звали Мириам, и планировали немедленно приступить к волонтерству в местной школе. Однако их ждало разочарование. В их личных дневниках, найденных позже, зафиксирован психологический удар. Администрация языковой школы Аура оказалась не готова к их приезду. Руководство школы сослалось на организационные накладки и заявило, что уровень испанского языка девушек недостаточен, якобы их испанский звучал как французский, сказав прямо: «Мы не можем вас использовать». Психологический анализ дневниковых записей указывает на то, что этот отказ сильно задел самолюбие туристок. Они были полны решимости доказать свою состоятельность и независимость. Оказавшись с незапланированным свободным временем, девушки решили изучить окрестности. 29 и 30 марта они провели в городе. Лисан записала в дневнике, что они ели вкусные французские тосты на завтрак и посещали голландскую массажистку по имени Сигрид В. В понедельник, 31 марта, они также находились в Бакете и не предпринимали никаких походов. Решение отправиться по маршруту Эль-Пианиста было принято спонтанно на утро вторника, 1 апреля 2014 года. Утро 1 апреля начиналось обычно. По некоторым свидетельствам,
которые разнятся в показаниях местных жителей, девушки могли позавтракать в компании двух молодых голландцев, после чего направились к началу туристической тропы. Сообщалось также, что за ними увязался пес принимающей семьи по кличке Азул. Однако на фотографиях с маршрута собака ни разу не попадает в кадр. Позже вечером пес вернулся домой один, что стало первым тревожным сигналом для местных жителей. Вопрос о том, как именно девушки добрались до начала маршрута, окутан противоречиями. Местный таксист Леонардо Гонсалес Мастину дал показания, что подвез их к старту около 1:40. Однако криминалистский анализ метаданных фотографий доказал, что эти показания – ложь или добросовестное заблуждение. К 1:40 Крис и Лисан уже находились глубоко в джунглях, далеко за пределами видимости таксиста. Этот факт является первым звеном в длинной цепи несостыковок свидетельских показаний. Тропа Эль-Пианиста – это хорошо размеченный маршрут длиной около 4 километров с набором высоты 1923 фута, который пролегает через густой облачный лес и ведет к смотровой площадке Мирадор на континентальном водоразделе. При ясной погоде оттуда открывается панорамный вид, а сам подъем и спуск обычно занимают от 5 до 6 часов. Девушки были одеты легко, явно не рассчитывая на ночевку в джунглях. Крис была в джинсовых шортах бренда H&M 38 размера и полосатом топе. Лисан в светлой майке и легких штанах. Из снаряжения у них был лишь один синий рюкзак, в котором находились паспорта, медицинская страховка, $83 наличными, 2 бюстгальтера, солнцезащитные очки, 1 бутылка воды и цифровая камера Canon PowerShot SX270HS, 2 смартфона, iPhone 4 и Samsung Galaxy S3. У них не было ни мачете, ни компаса, ни еды, ни фонариков. Во время подъема Лисан вела фотосъемку. Эксперты извлекли 33 дневные фотографии, сделанные 1 апреля. Независимый анализ оригинальных EXIF-данных этих снимков, в частности, проведенный расследователями платформы Imperfect Plan, вывел колоссальную математическую аномалию. Тайминги всех 33 дневных фотографий, значение секунд, оканчиваются исключительно на четкое число или 0. Статистическая вероятность того, что 33 случайных снимка подряд будут сделаны на четной секунде, составляет 1 к 8,5 миллиардам. Это дает основание предполагать либо специфический технический дефект внутренней хронометражной системы камеры Canon, либо то, что кто-то с профессиональными навыками вручную манипулировал метаданными фотографиями на компьютере, корректируя время, но не удосужившись рандомизировать секунды. Анализ временных интервалов между кадрами также вызывает вопросы. Между снимками 500 и 501 прошло 12 секунд. За этот крошечный интервал девушкам пришлось поменяться местами, передать камеру друг другу, сфокусироваться и сделать кадр. Практические эксперименты показали, что при нормальном поспешном темпе на это уходит не менее 14 секунд. Эта спешка заставляет задуматься, торопились ли они или аппарат находился в руках третьего лица, например, другого туриста или проводника, который фотографировал их. Кроме того, между снимками 493 и 494 прошло всего 8 секунд, а между 478 снимком и 481 снимком зафиксирован разрыв в 6,5 минут. Около часу дня, согласно метаданным, был сделан снимок 508, последняя нормальная дневная фотография. К этому моменту туристки уже миновали смотровую площадку Мирадор и начали спуск по Карибскому склону водораздела, погружаясь в неразмеченную дикую территорию. На фотографии 508 запечатлена Крис, пересекающая брод небольшой ручей. Сразу за этим ручьем маршрут дробится. Топографические карты показывают наличие первой развилки, а затем второй, которые ведут вглубь густого леса, к так называемым пастбищам. Местные жители утверждали, что там есть только одна главная тропа. Однако независимые картографы доказали существование сложной сети троп и ущелий, проложенных коренным населением для прохода в сезон дождей. Именно после снимка 508
Хронология превращается в кошмар. Между последним спокойным снимком 508 и началом отчаянной ночной серии, сделанной неделю спустя, зияет необъяснимый информационный провал. Файл под номером 509 был навсегда удален с SD-карты объемом 16 гигабайт. Голландские специалисты по кибербезопасности применили передовые технологии восстановления данных. Но сектор памяти, где находился файл 509, оказался затерт до нулевого состояния, что нетипично для случайного удаления с фотоаппарата. Для проверки гипотезы о том, могла ли камера случайно пропустить номер из-за сбоя программного обеспечения, эксперт Мэтт из Imperfect Plan закупил идентичную модель Canon и провел серию изнурительных стресс-тестов. Камера имеет две настройки нумерации – автоматический сброс и непрерывная, которая стояла по умолчанию. В непрерывном режиме камера присваивает номер только один раз. Если файл удален, следующий получает новый порядковый номер. Были проведены тесты на быструю запись файлов на SD-карты различного класса скорости, от стандартных до экстремально быстрых на 90 мегабайт в секунду. Тесты с минимальным размером файлов, а также грандиозный тест в режиме серийной съемки, в ходе которого камера сделала 13 384 снимка подряд до полной разрядки аккумулятора, в среднем 0,3 секунды на кадр. Результат оказался однозначным. Из 14 914 тестовых снимков аппарат не пропустил ни одного номера. Вероятность естественного технического пропуска номера 509 оценивается менее чем в 0,07%. Это математически доказывает, что фотография 509 была физически создана и сохранена на карте памяти, а затем удалена вручную. Более того, удаление файла на самой камере Canon требует осознанного нажатия комбинации из 4 разных кнопок с подтверждением действия, что полностью исключает теорию о случайном нажатии в рюкзаке. Дополнительная экспертиза голландских специалистов выявила, что у соседних снимков 505, 506, 507 были обнаружены аномальные имена файлов с прикрепленными строками формата .tmp. Это системный маркер, указывающий на то, что изображения просматривались, поворачивались и сохранялись с использованием стороннего программного обеспечения, вероятно, операционной системы Apple, на компьютере еще до того, как они попали в официальные протоколы расследования. Вывод суров. Файл 509 был преднамеренно уничтожен, чтобы скрыть критическую информацию. Был ли на нем запечатлен момент получения фатальной травмы, лицо третьего лица или место, где девушек удерживали насильно? Этот вопрос остается без ответа. Осознав, что они сбились с пути или попали в беду, туристки предприняли первые попытки связаться с внешним миром. Журнал событий мобильных устройств позволяет поминутно восстановить их борьбу за жизнь на протяжении последующих 11 дней. Анализ, проведенный Нидерландским судебно-медицинским институтом и независимыми экспертами, дает пугающую картину. На момент начала похода, 1 апреля в 11:40, заряд аккумулятора iPhone 4 Kris составлял 51%, а Samsung Galaxy S3 Lisan 49%. Следует отметить, что iPhone Kris не был переведен на панамское время и жил по голландским часам, в то время как Samsung Lisan отображал местное время в час 14. Samsung последний раз обращался к приложению Google Maps, а в час 38 iPhone 4 потерял связь с сетью. Сигнал упал до 1 деления. Первый сигнал бедствия был подан спустя несколько часов. В 16:39 с iPhone 4 Kris был набран европейский номер службы спасения 112. В 16:51 аналогичная попытка была предпринята Samsung Lisan. Ни один звонок не прошел из-за отсутствия покрытия сотовых вышек. В 5:51 и 5:52 оба устройства были выключены для экономии энергии. 2 апреля в 6 утра 58 Samsung был включен. Была предпринята попытка снова дозвониться до номера 112, а затем выключен.
В 8 утра iPhone 4 включен, 42% заряда. Попытка дозвониться до номера 112 и также выключен. Через 2 часа Samsung был включен, попытки дозвониться 112 и 911 снова выключен. В 16:19 этого же дня Samsung был включен и оставлен работающим всю ночь. 3 апреля с 2 утра до 2:47 Samsung открыл приложение погоды и системных процессов. В 7 утра батарея была разряжена до 1%. В 9 утра iPhone 4 был включен. 2 попытки вызова до номера 911, а потом выключен. В 3 часа 59 минут iPhone был включен. Открыт WhatsApp и поиск контакта Miriam. Далее он был выключен. 4 апреля в 5 утра Samsung был включен и выключен. Последняя попытка загрузки. В 10 утра и в 1:42 iPhone включался и выключался для проверки сети без вызовов. 5 апреля в 10 утра и 50 минут iPhone был включен. Последний раз верно введен пин-код сим-карты, а далее выключен. В 1:14 попытка запуска Samsung. Создание файла, немедленное отключение из-за нехватки энергии. В 1:37 iPhone 4 был включен. Пин-код не введен или введен неверно. На следующий день в 10 утра и в 2 часа 35 минут iPhone был включен. Пин-код не введен и снова введен неверно. 10 апреля в 5 утра 15 минут Samsung создает системный лог. Остаточное напряжение. 11 апреля iPhone 4 был включен на 64 минуты. Экран оставался активным. Анализ этих данных выявляет ряд парадоксальных моментов, противоречащих версии о естественном ходе событий при потере ориентировки. Во-первых, поведение телефона Samsung Lisan в ночь со 2 на 3 апреля. Устройство было включено с 4:19 и оставалось работать непрерывно на протяжении 15 часов, вплоть до полной разрядки аккумулятора в 7 часов 36 минут утра 3 апреля. В 2 часа ночи на нем было открыто приложение погоды. Зачем туристке, застрявшей в темных джунглях без еды и воды, тратить драгоценный заряд батареи до нуля? Это свидетельствует либо об использовании экрана в качестве единственного источника света в панике, либо о том, что Lisan находилась в бессознательном состоянии или была мертва, а телефон остался включенным. Загадка пин-кода iPhone 4. Начиная с 5 апреля 13:37 пин-код для разблокировки сим-карты ни разу не был введен правильно. Было зафиксировано свыше 70 активаций без ввода кода. Классическая теория гласит, что к утру 5 апреля Крис скончалась или впала в кому, а Lisan, не зная ее пароля, пыталась использовать телефон как компас или для проверки антенны. Однако секретный отчет Нидерландского судебно-медицинского института, выдержки из которого опубликовала газета The Telegraph 4 апреля 2014 года, делает иной вывод. Эксперты, проанализировав логи 5 и 11 апреля, когда экран iPhone оставался активным целых 64 минуты, официально заключили: в этом замешано третье лицо. Экран оставался полностью функциональным, что опровергало версию о его поломке от влаги. Активация телефона на целый час 11 апреля, через 10 дней после исчезновения, без попыток позвонить, может указывать на то, что устройство находилось в руках преступника, просматривавшего его содержимое, или что Lisan пыталась оставить в заметках прощальное послание, которое впоследствии было кем-то удалено. Тот факт, что ни одного текстового, голосового или видеосообщения не было найдено, противоречит паттернам поведения людей в экстремальных ситуациях выживания. Самый зловещий и визуально пугающий элемент этого дела – это серия ночных фотографий, извлеченных из камеры Canon. Спустя ровно неделю после исчезновения, в условиях абсолютной тропической темноты и непрекращающегося дождя, кто-то сделал ровно 100 снимков с номера 510 по 609 в период с часа 29
до 4 утра 10 минут 8 апреля. Оригинальные фотографии разрешением 12 мегапикселей были изъяты следствием, а в сеть попали урезанные версии, в которых было удалено 90% данных и зачищены EXIF-теги, за исключением кадров 542 и 550. Без ручного осветления в графических редакторах эти снимки выглядели как сплошные черные квадраты. Большинство фотографий были сделаны вертикально. Объектив направлен вверх, в ночное небо, выхватывая вспышкой ветви деревьев, нависающие скалы, капли дождя, интенсивность которого варьируется, и густые заросли. Средний интервал между снимками составляет 9-10 секунд, что точно соответствует времени, необходимому конденсатору вспышки данной модели камеры для перезарядки. Смысловую нагрузку несут лишь несколько изображений. Снимок 576. При осветлении кадра на каменистой поверхности видна искусственная конструкция. Ветки и камни выложены в форме сигнала SOS. Рядом лежат обрывки бумаги и круглый светоотражающий объект, идентифицированный экспертами как металлическое дно от банки чипсов Pringles. К сожалению, при утечке в СМИ этот снимок был грубо отредактирован, что скрыло часть маркера. Снимок с красными пакетами. На одном из первых ночных кадров запечатлена сухая ветка, к развилке которой привязаны яркие красные пластиковые пакеты, классический сигнальный флажок или территориальный маркер. Снимок 580. Этот кадр стал иконой расследования. На нем крупным планом сзади запечатлен затылок Крис Кремерс. Рыжие волосы выглядят поразительно сухими, чистыми и расчесанными, несмотря на 8 дней пребывания в грязных джунглях под тропическими ливнями, без шампуня и расчесок. Тесты, проведенные исследователями Мэттом с использованием идентичной камеры и парика, доказали, что для получения такого четкого кадра без эффекта размытия движения дистанция между линзой и головой должна составлять ровно 10-12 см. При этом и камера, и голова Крис должны были оставаться полностью неподвижными. Это порождает пугающие гипотезы. Лисан фотографировала рану на голове Крис, которая к тому моменту могла быть уже мертва. Или же этот кадр сделал убийца, документируя свои действия. Снимок 585. На снимке видны странные шестиугольные красные сферы. Стендовые эксперименты подтвердили, что этот оптический артефакт возникает, когда автофокус объектива не срабатывает, а свет вспышки отражается обратно в линзу от объекта, находящегося вплотную к камере, вероятнее всего от человеческой кожи, например, от пальцев, защищающих объектив от дождя. Зачем были сделаны эти фото? Общепринятая теория гласит, что вспышка использовалась как сигнальный маяк для спасательного вертолета или для освещения пути в темноте. Альтернативная версия предполагает, что из-за высотной гипотермии туристки впали в состояние терминального бреда. При наличии маркера SOS сухие волосы Крис и стационарность съемки указывают на то, что девушки, или как минимум одна из них, были обездвижены в неком укрытии, возможно, под скальным карнизом или в пещере, защищенным от прямого дождя. В 4 утра 10 минут съемка прекратилась, хотя заряда батареи Canon хватило бы еще как минимум на 200 снимков со вспышкой. Пока цифровые устройства фиксировали агонию, в Бакете разворачивалась масштабная поисковая операция, отмеченная рядом необъяснимых процессуальных нарушений. 3 апреля Панамское агентство гражданской обороны Синопорг официально начало поиски. Были задействованы вертолеты, пешие патрули местных жителей и обученные спасатели. 6 апреля в Панаму прилетели родители Крис и Лисан в сопровождении нидерландских детективов и специализированных расчетов с собаками-ищейками. Семья предложила награду в $30 000 США за информацию. Ищейки взяли след по тропе Эль-Пианиста, но вскоре потеряли его. В течение 10 недель джунгли прочесывали вдоль и поперек, но не нашли ни единого следа. Самой противоречивой фигурой в первые дни поисков стал местный гид Фелисиано Гонсалес. Именно он должен проводить для девушек экскурсию к вулкану Бару
в среду 2 апреля вместе с сотрудницей языковой школы Эйлин В. Изначально Фелисиано утверждал в интервью, что виделся с девушками 31 марта возле школы, где Крис лежала в гамаке, и он передавал им свою визитную карточку, которая впоследствии была найдена на кровати в их комнате. Позже он резко изменил показания, заявив, что никогда не общался с ними до их исчезновения. Его поведение утром 2 апреля вызывает обоснованные подозрения криминологов. Когда туристки не явились на экскурсию, гид, вместо того, чтобы подождать стандартные 24 часа, проявил беспрецедентную спешку. Он немедленно отправился в принимающую семью, потребовал ключи от их комнаты и вошел туда, дважды, без присутствия полиции. Он лично осматривал их вещи и заявил, что нашел их маршрутный лист. В последующие дни он добровольно возглавил поисковые отряды. Самое поразительное совпадение заключается в том, что останки девушек и их рюкзак впоследствии были найдены всего в нескольких милях от ранчо, принадлежащей самому Фелисиано и его сыну Генри в глухом районе Альто-Ромеро. Более того, муж местной женщины из племени Нгобе, которая нашла рюкзак, ранее работал разнорабочим именно на ранчо Фелисиано. Несмотря на эту колоссальную концентрацию косвенных улик и прямой конфликт интересов, панамские власти официально исключили гида из списка подозреваемых. Его ранчо в Альто-Ромеро никогда не подвергалось криминалистическому опросу, а поисковые собаки туда не допускались. Прорыв в деле произошел лишь в середине июня 2014 года. Местная жительница из племени Нгобе обнаружила синий рюкзак Лисан на каменистом берегу реки Кулебра, также известной как Серпент, неподалеку от деревни Альто-Ромеро. Эта локация находится глубоко в джунглях на значительном удалении от тропы Пианиста, и путь к ней преграждают опасные ущелья и шаткие подвесные канатные мосты. Состояние рюкзака повергло следователей в шок. Несмотря на то, что он якобы пролежал в эпицентре тропических дождей более 10 недель, он выглядел почти новым, а его содержимое оставалось абсолютно сухим и нетронутым влагой. Внутри были аккуратно уложены паспорта, $23 наличными, солнцезащитные очки, 2 бюстгальтера со следами ДНК, бутылка воды, цифровая камера и оба смартфона. Криминалистический анализ выявил на поверхности рюкзака несколько следов чужой ДНК. Фрагменты принадлежали как минимум 2 неизвестным женщинам и 1 неизвестному лицу. Панамская прокуратура проигнорировала эти улики и не стала сверять их с международными базами данных. Вскоре после находки рюкзака поисковые группы обнаружили джинсовые шорты Крис Кремерс. Долгие годы пресса тиражировала романтизированный миф о том, что шорты были найдены сухими, застегнутыми и аккуратно сложенными на камне, словно оставленными перед купанием. На самом деле, эксклюзивные фотографии из материалов дела и независимые расследования доказывают обратное. Шорты были найдены зацепившимися за ветку полузатопленного дерева в небольшом водопаде реки Серпент, примерно в 5 километрах от тропы Пианиста, около 500 метров до 2-го подвесного канатного моста. Шорты были полностью мокрыми, покрытыми грязью, расстегнутыми с опущенной молнией. На ткани виднелись серьезные повреждения. Большая дыра на задней части, возникшая либо в результате падения или скольжения по камням, либо трения в бурных водах реки. Самая необъяснимая деталь экспертизы. Несмотря на повреждения ткани, на шортах не было найдено ни единого следа крови, биологических жидкостей или клеток кожи Крис. Открытие вещей инициировало массовое прочесывание русла реки Кулебра. На протяжении нескольких недель спасатели и индейцы находили разрозненные фрагменты костей на многокилометровом участке берегов. Всего было обнаружено 33 костных фрагмента. Тесты ДНК подтвердили: 28 фрагментов принадлежали Лисан Фрон, 2 фрагмента Крис Кремерс. Оставшиеся 3 фрагмента оказались принадлежащими 3 абсолютно неизвестным людям, включая останки ребенка, что превращает живописную реку
либо в древнее захоронение, либо в нелегальное место сброса тел местными криминальными структурами. Ни черепов, ни позвоночников, ни зубов, ни других крупных костей девушек найдено не было, что сделало невозможным установление точной причины смерти. Судебно-медицинская экспертиза останков Лисан и Крис выявила остеологический парадокс. Процессы разложения их тел происходили в совершенно разных условиях, как если бы они находились в разных средах. Останки Лисан Фрон. Найдена левая ступня в походном ботинке, левая большеберцовая и левая бедренная кости. Мягкие ткани присутствовали. На ступне оставалась кожа и мышцы. Костный мозг сохранен и не поврежден. И внешний вид кости – это естественные следы длительного пребывания в воде. Химический состав без аномалий. Повреждения – множественные переломы, 28 плюсневых костей стопы. Останки Крис Кремерс. Половина тазовой кости, фрагмент левого ребра. Мягкие ткани полностью отсутствовали. Кости были абсолютно голыми. Костный мозг был уничтожен химическим воздействием. Кости были неестественно белыми. В химическом составе костей Крис Кремерс были обнаружены глубокие отложения фосфора, проникающие внутрь костной ткани. Таз был расколот пополам. Также отсутствовали царапины от речных камней. Останки Лисан Фрон демонстрировали классические признаки длительного нахождения в воде. Ее стопа, обутая в ботинок, шнурки которого были крепко завязаны, была отделена от голени строго по суставу без применения режущих инструментов, что типично для естественного процесса гниения. Переломы 28 мелких костей стопы панамская прокуратура представила как доказательство падения с подвесного моста. Однако всемирно известный судебный антрополог Кэти Райхс в интервью журналистам подчеркнула, что подобные компрессионные переломы могли быть следствием падения тяжелого валуна на ногу. Важно отметить, что независимый антрополог исследовал кости Лисан под микроскопом и не нашел абсолютно никаких царапин или следов зубов животных-падальщиков. Версия о том, что тела растащили пумы или ягуары, полностью исключена. Останки Крис Кремерс ломают все законы биологии. Найденная половина таза и ребро были искусственно отбелены. Химический анализ выявил наличие фосфора на поверхности срезов и в структуре кости. Фосфор не содержится в местных вулканических почвах в таких концентрациях. Зато известь является стандартным реагентом, используемым мексиканскими и колумбийскими наркокартелями, а также местными бандами для ускоренного химического уничтожения трупов и устранения запахов. Кроме того, на костях Крис не было микроскопических сколов и царапин. Если бы ее останки месяцами кувыркались в бурной каменистой реке Кулебра, чтобы преодолеть 5 километров от водораздела, они были бы повреждены водой. Их идеальная гладкость указывает на то, что отбеленные кости были бережно подброшены в русло реки незадолго до их обнаружения. Анализ дела был бы неполным без учета криминогенной обстановки в провинции Чирики. Панама является транзитным узлом для наркотрафика, и местные подростковые банды часто работают на синдикаты. В течение года после исчезновения Крис Лисан в Бакете произошла серия загадочных смертей ключевых свидетелей, которые могли бы пролить свет на произошедшее. Осман Валенсуэла, член местной молодежной группировки. Согласно свидетельствам, за несколько дней до исчезновения девушки плавали с ним в местных горящих источниках кальдеры и ужинали вместе. Осман был найден мертвым в начале апреля 2014 года, всего через 4 дня после пропажи туристок. Хосе Мануэль Мургас, еще один молодой человек, связанный с местными криминальными кругами, погиб при подозрительных обстоятельствах вскоре после начала расследования. Леонардо Гонсалес Мастину, тот самый таксист, который утверждал, что подвозил девушек к старту тропы пианиста в 1:40, время, противоречащее фотодоказательствам. В марте 2015 года, ровно через год после трагедии, он был найден утонувшим в местном водоеме при невыясненных обстоятельствах. Генри Гонсалес, сын гида Фельстиана, на территории ранчо которого были найдены останки.
Местные жители давали полиции показания, что вечером 1 апреля видели Крис и Лисан живыми в кузове красного пикапа, который ехал по центру Бакете. В кузове вместе с ними якобы находились Генри Гонсалес и еще несколько мужчин. Однако свидетель, дававший эти показания, вскоре категорически отказался от своих слов, сославшись на угрозы физической расправы со стороны банд. Скептики и представители панамской полиции списывают эти смерти на трагические совпадения и разборки картелей, не связанные с туристками. Однако системное устранение лиц, контактировавших с голландками накануне их исчезновения, создает устойчивый паттерн криминального сокрытия. Использование фосфора для отбеливания костей Крис лишь усиливает гипотезу о причастности картелей. Расследование исчезновения Крис Кремерс и Лисан Фрон на тропе Эль-Пианиста демонстрирует вопиющую неспособность или нежелание панамской правоохранительной системы провести объективное следствие. Версия о том, что две взрослые, физически здоровые девушки просто заблудились на тропе, упали с подвесного моста и умерли от голода, рушится под тяжестью судебно-медицинских и цифровых улик. Детальный анализ выявляет цепочку невозможных событий. Технически невозможное удаление фотографий 509 из памяти камеры Canon без ручного вмешательства, а также следы редактирования в Apple OS до начала официального расследования. Необъяснимая активность смартфонов, работающий экран Samsung всю ночь со 2 на 3 апреля, использование iPhone без ввода пин-код с 5 апреля и, наконец, 64-минутная активность экрана 11 апреля, которую эксперты открыто называют вмешательством третьего лица. Химическая обработка фосфором костей Крис Кремерс, что в принципе не может произойти в естественной среде горной реки, вкупе с отсутствием на них механических царапин, сохранность рюкзака в сухом виде в сезон дождей и полное отсутствие биологических следов Крис на ее изорванных джинсовых шортах, череда странных смертей свидетелей в Бакете и вопиющий конфликт интересов со стороны гида Фелисиана, на территории которого фактически были найдены останки. Хроника Эль-Пианиста – это мрачный документальный факт того, как улики подтасовываются, цифровые данные зачищаются, а останки подбрасываются под имитацией несчастного случая. Отсутствие прощальных сообщений на телефонах говорит о том, что у девушек не было возможности их оставить. Истина о том, что произошло с Крис Кремерс и Лисан Фрон в тени вулкана Бару, все еще скрыта в протоколах, которые панамская юстиция предпочла закрыть, оставив мир один на один с самым жутким криминалистическим ребусом 21 века.